Привет, гайс. Я решил пройти игру без брони, включая хозяина зоны. Раньше я уже делал подобный челлендж, где проходил игру без оружия с ножом, и только сейчас дошли руки сделать продолжение, но в другом формате. Если кто не понял, суть челленджа в том, чтобы пройти всю игру, не используя броню. Для эстетики я возьму себе дождевик. Посмотрите, как элегантно это выглядит. Какие сасные тапочки-лягушки. А если посмотреть на руки, то как будто бы они покрыты какой-то слизью, а не броней. Ну да ладно, насмотрелись и хватит. По условиям челленджа я могу пользоваться сборками и любым оружием, но буду бегать только с сюжетным. Все, что буду бартерить или покупать, это только арты. Итак, начнем, конечно, с болота, а именно с обучения. Я, конечно, тут тоже хотел пройти без брони, но когда снял ее, понял, что перемещаться будет проблематично, так как выбросить не могу ничего. Поэтому прошел как прошел. Что тут рассказывать, пошел выполнять первые квесты. По привычке суициднулся, чтобы быстрее оказаться на базе. Но чуточку проебался, забыв, что еще должен быть выброс. И вернулся опять на пробежку. Кстати, выброс квестовый не дамажил. Вот так вот. Дальше я просто бегал туда-сюда по квестам и купил себе дождевичок. Потом забрал у хлыща его БМ и побежал к шаману. Поговорив с ним, вышел и немного удивился. То, что костюм с АКСУ не в тайнике на кордоне, как раньше, а сразу у выхода около шамана. В чем смысл их перемещать сюда, я не знаю. Дальше разговор с Додиком и на кордон. На кордоне по квестам тоже были небольшие изменения. Первое, что бросилось в глаза, это то, что сапожнику теперь нужно дать одну водку вместо 3, как раньше. Поговорив с ним, сказал спрятаться. Потом нужно было поговорить с санитаром, который должен был быть за базой, но его там не оказалось. Посмотрев на метку, понял, что его переместили. Правда, зачем это нужно, я хз, ведь он и так был недалеко. Далее с Дыроколом такая же ситуация, он не был рядом с бандитами, а около перехода в Темную долину. Эх, облегчают и облегчают игру новичкам. Кажется, эксбо вошли во вкус. Я потом покажу почему и что еще стало легче. Просто такими темпами скоро будет как в какой-то мобильной ММОшке, где есть режим автобега и выполнения квестов. Так, ладно, забрав и отдав ухо, я должен был спасти Липу. На мое удивление, база санитаров тоже изменила местоположение, но внутри она почти не изменилась. Так вот, я планировал зачистить всю эту базу, заодно посмотреть, на что способен дождевик. Я был настроен на душную заварушку, но даже эту часть очень сильно оказуалили. Будто бы для младенцев прохождение сделали. У NPC даже по дождевику очень мало урона проходило, не то что раньше. Даже в Варне требовалось побольше времени, чтобы это пройти. Как я понял, все эти изменения были вместе с выходом Дня X. Зачистив это логово додиков, я пошел к шаману. Поговорил с ним и сделал ритуальный самовыпил. Дальше путь вел меня на свалку. Уже когда я был в тоннеле, затимился с типом, а потом он просто ебанул меня в спину. Классика. Еблан, блять. Прибежав к этому алкашу, я отобрал у него ножку и пошел себе по делам. Тут тоже по прикопам обычная ситуация. Одних дается много, а последнего вида не дождешься. Бежав назад, меня заинтересовало, что это за пятерочка тут бегает. Потом увидел, что это враги, и решил смыться. Но подрыв на меня не оставил мне шансов. Отдав старому бухарику его хлам, пошел к Кондору. Но по пути хватанул несколько приколов. Да серьезно, чё так много-то? Кое-как нажравшись таблеток, пошел искать его мертвых корешей. Не зря взял с собой обрез, а то эти мутанты всегда бесили. Поход к их новому убежищу немного затянулся. Понял, что не осилю этих бандосов, и пошел длинным путем в обход. Потом нужно было убить псинку, что мучает оракула. Приготовившись к тому, что будет больно, настакал себе патронов и аптечек. Но они так и не пригодились. Все дело в том, что и эту часть оказуалили, убрав местных анальных шариков. Без них эта локация выглядит пустой и слишком легкой. Да ладно, вы серьезно?
Они настолько облегчили уже прохождение, что даже шарики убрали. Я в шоке. Кого же слушает Эксбо? Нельзя же постоянно облегчать игру. Сейчас новички пройдут все это на изи, получат мастерские шмотки с пропуска, пойдут на север и будут ныть, мол, а чё так сложно, а почему все бегают с плюс 15 и трахают их маленьких неподготовленных. Раньше игра тебя готовила к этому, а сейчас нет, и многие забрасывают после этого. Так, что-то меня не туда понесло. На чем мы остановились? А, точно, псина. В общем, без труда и сопротивления добрался и просто ликвидировал ее. Потом поговорил с Кондором, забрал у Оракула броник и двинулся в бар. Здесь я беру себе бафы на быстрый закуп и еще таблеточки от био, так как один сигнальчик будет в био 1, от которого у меня нет защиты. Когда еще был в баре, немного прихуел от урона собаки, которая снесла мне пол лица. В общем, поговорил с профессором, а потом на озере с тем самым био нашел К. Дальше умер от крысок. Но благо добрый молодец помог мне встать, и я пошел на первую загадку. Тут ее тоже немного переделали, убрали кусты и добавили батут. Перемещаться, конечно, стало легче, а точнее быстрее, но теперь нет того вайба, когда можно было упасть, вылезая из кустов. Далее вторая загадка, потом третья, потом самовыпил и четвертая, где прощаемся с этим шизиком. Потом опять в бар, опять беготня туда-сюда, и вот наконец шанс подраться. Говорю с кожемякой, настакиваю себе добра. И уже не удивляюсь, что у NPC так мало урона. Ну да ладно. Поубивав всех, ринулся в первый кошмар, который тоже был упрощен. Химера меня вообще не догоняет. Следующий квест — это шевроны военных. Я о них вообще забыл, так что теперь еще возвращаться в темную долину ради нашивок. Ну ладно, погнали. Зачистив первую пачку военных, понял, что не залутаю их, потому что там, конечно, био. Ладно, вторая попытка была ко мне более благосклонна. Так, стоп. Что? Каким это образом я спокойно убиваю военных в дождевике? Да уж. Раньше у них урон был как у монолитовцев с севера, а сейчас они не способны прострелить даже плюшевого мишку. Так даже не интересно как-то. Раньше даже с броней ради этих шевронов нужно было грамотно подходить к делу. Брать гром-палку шамана и издалека стрелять, набирать пластины. А сейчас что? Пришел голенький, настрелялся, залутал все и все. Так, ладно. Далее нужно было убить лейтенантов военных. Их, конечно же, сразу чистили, так что пришлось ждать. Че вы, ребят, лейтенанта ждете? Я тоже жду. Вот и первый лейтенант. И залетаю на него я не один. Ну, в принципе, пусть первый просачивается. Мне же легче будет. Потом заспавнился второй, и я побежал, естественно, к нему. Благо успел дать парочку хитов, а то думал не успею. А вот дальше уже пошли серьезные квесты. Здесь мне нужно было подготовиться, а именно сделать сборку. Самым дешевым вариантом для меня было купить КЗС-4. Потом я немного поигрался в калькуляторе и выбрал для себя идеальный билд на ближайшее время. Взял гантель на эффективность лечения и реакцию на разрыв. А чтобы контрить радиацию, взял кисель, который, кстати, давал тоже реакцию на разрыв. И напоследок взял 2 иния на эффективность лечения и разрыв, потому что чувствую, будет очень больно от ваганта. К сожалению, денег на арты мне не хватало, поэтому пришлось фармить. Лучшим способом для меня было пойти на протки на армах. Да уж, вот она, протка на армах. Сыпет не густо, но другого выбора у меня нет. Правда, еще нужно было сигналы искать, но возвращаться на базу уже не хотелось. Потом люди в чате написали прочекать коробки, ящики и другую мебель на предмет ценных вещей. Да, все это я стримил на Твиче. Подлутал пару ящиков, нашел несколько псалмов монолита. По деньгам это мне как раз было нужно. Поэтому я дальше пошел лутать ящики. Нашел еще один сигнальный процессор. Думал, сейчас как продамся на аукционе, так куплю все, что нужно. Бегаю я себе, значит,
рядом с одной прото, и тут заспавнились собаки прямо со мной. Патронов на дробовик у меня не было, так что пришлось просто бегать, а то терять 70% не хотелось. Но кто же знал, что они сгрызают за секунды. Так что да, это было очевидно. Вторая попытка началась с лутания проток, а не своего трупа. А то кто его там найдет? В общем, залутав себя, пошел еще на 2 прото и потом на вынос. Денег у скупщика мне не хватало, но зато у меня была запаска и процессор, который можно продать. Только вот аукцион был заблочен, потому что мне не хватало репутации. У меня не было выбора, как пойти на второй забег. Благо он был недолгим. Я просто залутал одну прото, а на второй сдох. После этого забрал свои остатки, залутал пару ящиков и вынес все, после чего купил свою сборку. Теперь я был готов к драке с боссом-кровососом. Ах да, еще же заточить дождевик нужно, а то я что-то забыл. Ну, на 6, думаю, пойдет. По квесту я выбрал Зарю в этот раз. Да и в нее тоже потом вступлю для хозяина зоны, а то не проходил за них. Пробегав, поискав всякое, я наконец попал к нему логово. Моей главной задачей было не упасть, чтобы не потерять бафы на скорость. Не привыкнув здесь лазить по новой системе паркура, я один раз упал. Все, ГГшечка. Мне выносливости не хватило. Отсюда я уже никак не выберусь. Был бы старый паркур, вот еще можно было бы. А с новым я уже никак не выберусь. Хотя, в принципе... А нет. Может, даже выберусь. Блять. Я уже думал, что все. Думал, что ГГшечка, но нет. Все-таки здесь можно было вылезти. Но вот самый опасный момент, который держал меня в напряжении, это вот этот проход. Обычно, когда я спидранил, прыгал через воронку. Но сейчас рисковать не хотел, поэтому пошел в обход. И когда прыгнул, почему-то не смог идти вперед. Меня что-то заблочило. И естественно я упал. Ну все, ГГшечка. Дальше я уже просто прыгнул через воронку и добрался до сейф-точки. Настакал себе патронов и аптечек. Завязался бафами и пошел месить Сосыча. Получив первый хит, прихуел. Думал, если он постоянно будет так дамажить, то я не пройду. Но, к счастью, он не так часто дамажил с кровотеком, так что эффективка меня спасла, когда я убегал от него. В общем, вот так вот и прошел весь замес. Ура, победа! Друзья, это, естественно, еще не конец. Вдруг кто захочет прямо сейчас посмотреть все, то реплей есть у меня на Твиче. Кстати, вся эта сюжетка, включая шамана и морга, это так, разминка перед тем, что будет дальше. Так сказать, детский лепет на лужайке. Сейчас я буду стримить свой путь к 100 миллионам или больше на топ-сборку. Также у нас появился Discord сервер, где ты можешь найти себе тиммейта и узнать разные новости по каналу и игре. Еще есть телеграм-канал, где также есть новости и розыгрыши, и бусти с патреоном, где можешь поддержать развитие канала. А что касается моего прохождения, то на прохождение Ваганта у меня ушло почти 4 часа. Честно говоря, думал будет сложнее, а оказывается Эксбо сделали игру легче. Но ситуация это не меняет. Моя цель все еще хозяин зоны в дождевике. А на этом у меня все. Подписывайся на канал, чтобы не пропустить новую серию, и ставь лайки, если понравилось, и хочешь еще чего-то подобного. Всем удачных выносов и пока.